Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам показать, как я сделаю скелетик, точнее каркас для птерозавра Hatzegopteryx. Такой вот у нас красавец на фото разных художников. Это один из самых крупных птерозавров, входит в группу Ashdarchid. Туда, кто в курсе динозавров, точнее птерозавры, это сразу же скажу, это не динозавры, кто не знает. Quetzalcoatl. Это, можно сказать, его братишка по семейству. Начинаю я с центральной части нашего птерозавра, с туловища, на котором будет крепиться все остальное. Вот я тут сделал в таком небольшом кусочке деревяшечки, которое я выпилил заранее, отверстие. Для наглядности вот такое вот будет у нас будущее расположение его. Теперь я намечаю карандашом отверстие для задних и передних лап. Беру сверло поменьше, чтобы подходило под проволоку 1-2 мм, и сверлю эти отверстия. Я сверлю 2 отверстия сверху для прикрепления каркаса шеи и ног. Вот такая получилась у нас заготовочка. Отверстия для лап передних я сделал сквозными. Далее. Пошли дальше. У меня есть вот такая вот подставочка. Сделать ее несложно. Это у меня шестерка болт насквозь продета через деревяшечку и зафиксирована. Таким образом, вот это отверстие, которое мы сделаем, будет фиксироваться на болте. Ну, не плотно. Дальше. На нашей деревянной основе я закрепляю каркас из проволоки для крыльев, лап и шеи. Как я это сделал, я покажу на примере задних лап. Я закрепляю каркас на верхнем и заднем отверстии заготовки. А зачем такие сложности, спросите вы? Все потому, что в моем случае одна из лап будет служить держателем для подставки. Насколько это будет надежно, я пока точно не знаю, но думаю, полимерка не развалится. Ну, максимум пара трещин будет. Не страшно. Так вот подгоняем проволоку под размер. Потом я заматываю плотно более тонкой проволокой. Вторую лапу я делаю из более тонкой проволоки. На ней крепиться ничего не будет, и сложности нам ни к чему в этом случае. И потом еще сверху я забалтываю еще более тонкой проволокой 0,02, 0,03. Это нужно в основном для того, чтобы глина или полимерка лучше фиксировалась и не болталась. Результат вот такое у нас изделие. Теперь мы возьмем подставочку и закрепим таким вот образом. Значит, у нас он замечательно крутится и не болтается. Очень удобно будет для лепки. Такие держатели, кстати, довольно полезны. У меня есть видео, ссылочку сверху прикреплю на подобную конструкцию. Это еще не все. Следующий этап. Нужно сделать каркас для перепонки, мембраны, наверное, точнее, птерозавра. То есть для самих крыльев, проще говоря. На самом краю крыла я делаю ушко, вроде как у иголки. И в это ушко я продеваю металлический, в моем случае металлическую нитку. Веду ее от корпуса через лапу, загибая, закручивая. Тем самым заодно мы создаем рельеф для крепления полимерной глины. Продеваю я, значит, вот таким вот образом проволоку. И другой конец закрепляю на лапе.
Вот так вот. Вот так вот. Прикладываем и смотрим. Нам нужно еще сделать вот такой вот изгиб у крыла. Так, у меня еще кусок проволоки остался. Я закрепляю вот сюда его. Тут тоже будет часть мембраны потом. Смотрите, я не делаю тут узел для крепления, а просто сгибаю в виде петли. Потому что если завязать узелок, даже самый аккуратный, может быть потом он виден, когда мы закроем это полимеркой. Ведь мембрана у нас должна быть максимально тонкая. Одна часть крыла у нас готова. Еще раз прикладываем снова и снова ее к схеме, чтобы все было ровно. Теперь, чтобы крылья были одинаковые, я размечу готовое крыло и примерно так же обрисую второе, которое нам еще предстоит сделать. Крылья я сделаю чуть пошире, как уже заметили. А еще вот эта проволока, что я сделал на лапе, нам будет служить каркасом для небольшой части мембраны, укрепления хвоста. Вот у нас готовый скелет получился. Лапу можно было, наверное, чуть меньше сделать, но здесь будет у нас крепление, поэтому пришлось ее сделать потолще. Вот таким образом он будет крепиться у нас на подставке. Нравится мне такая схема, чтобы можно было его потом снимать, как и у других моих работ, если видели, фигурок, чтобы все снималось максимально. Аккуратно старался для мембраны крепления сделать, думаю, все отлично выйдет. Тут вот у нас на шее я сделал утолщение с двойной проволоки, для того, чтобы глина туда-сюда не болталась, в общем, чтобы крепилась лучше. Иначе она будет крутиться вокруг шеи. Голову, наверное, лучше чуть поуже сделать. Наверное, вот так вот я сплющу, на всякий случай. Лучше перестраховаться. Ну все, вроде можно приступать к лепке. Так, а это тут что у нас торчит на спине? Как-то мне это не нравится. Давайте уберем немножко. Кусок проволоки выпирает. Я боюсь, он у нас потом не спрячется под пластилин, полимерную глину, будет выпирать. Такие моменты нужно сразу пресекать, а то потом эта мелочь испортит всю работу. Ну или придется снимать все и переделывать. Так, вот он у нас теперь спрятался, вроде все хорошо. Хорошо, что в отверстии хватило места, и она запихнулась. Выглядит ничего так. Мне уже нравится. Вот таким образом он будет примерно у нас на подставочке. Нормалек. Теперь уже скорее хочется его слепить. Такой здоровый он, да? Сделаю, потом сравню с тираннозавром. Так, ну и как только так сразу я его слеплю и покажу вам результат. Всем пока-пока. До скорых встреч.